Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас будет обзор на посылочку от сообщества Сброд. Там внутри находится заправа, довольно уникальная, поскольку она светится в темноте. Сейчас мало таких заправ, кто делает. Заправа подходит только для сквизеров, и если кто-то после этого обзора захочет ее купить, то я оставлю все ссылочки в описании. Переходите в их сообщество ВКонтакте и заказывайте. Купил две бутылочки. Одна стоит 490 рублей, но это без доставки. С учетом доставки будет что-то... Не буду врать, ну, чуть подороже, короче. Так, сейчас откроем ее, посмотрим, как упаковали. Коробка довольно большая для двух бутылочек всего лишь. Скорее всего, просто это стандартная упаковка на почте, поэтому такая большая. Так, вот так вот повыше сядем. Так, у нас тут такой красивый пакетик. Вот такая вот надпись у нас. С любовью от Сброд. Кайфово, кайфово. Так, и внутри нас ждут вот так вот красиво упакованные. Вот такие вот в пупырку. Над упаковкой они запарились. По 120 мл в бутылочке только. Белая заправа. Вот так вот она выглядит. Сейчас потом в камеру чуть ближе покажу. То есть пахнет немножечко красочкой. Ну, понятное дело, это уже самопал. Довольно жидкая. Ну, вот такая вот, короче, ништяковая. Вот здесь вот немножечко есть. Ну, это, я так понял, при заправке. Просто она немножко испачкалась. Удобные тюбики, через которые можно все это дело заправить. Попробуем их. Так, и там что-то еще у нас в пакетике. Так. Угу. Такой конвертик. Приоткрытый чуть-чуть уже. Может, при доставке уже приоткрылся. СБ. Тут стикерочки. Очень приятненько, приятненько. У меня как раз коллекция. Собираю стикеры. Сейчас и стикеры поближе покажу на другую камеру. В этом видео, значит, мы посмотрим, насколько хорошо светится заправа. Попробуем ее на баф-тест, на текучесть и как она будет писать по разным поверхностям. Ну, короче говоря, стандартный такой обзор. Кстати, такие тяжелые бутылочки. Там, видать, они очень пигментированные, поэтому только для сквизеров. Производитель этой заправы нам сказал, что нужно обильно, прям очень обильно потрясти ее, чтобы весь пигмент размешался. Так, ну что, потрясем обильно. Так, ну все, я думаю, этого будет достаточно. Здесь на этикетке написано, чтобы хорошо взбалтывали и чтобы это не попадало на кожу, поэтому я одел перчатки. И если все-таки произошло это, то написано, что смывается, ну, отмывается это водой. Так, ну попробуем. Ну хорошо, кстати, заправляется. Кстати, все, наверное, уже слышали про историю с Алсети, то, что когда вот так держишь тюбик их, то шарик там перекрывает ход заправе, и она перестает течь. Здесь такой проблемы нет, то есть все течет. Так, ну что, попробуем пропитать его вот на такой картоночке от коробки, как раз от этой же. Ну да. Довольно густоватая. И течет вроде нормально. Ну тут прям, я так, наверное, с ПФ-кой смешно. Прям что-то запах такой жесткий. Прям. Ну, течет прям хорошо. Хорошо, что я подстелил все. Так, ну и сейчас проверим, так сказать, на других поверхностях, как это все пишет. И лучше, конечно, дома ей ничего не делать, потому что пахнет она очень-очень жестко. Прям вот растворителем пахнет и ПФ-кой прям аж вообще что-то пары жесткие идут. Наверное, бафиться будет сложно. Надо будет окошко тут открыть. Ну и попробуем, как на других материалах все это пишется.
Первый материал у нас еще с прошлого обзора 214-х. Вот такой вот лист металла. Такой он с покрытием, с таким. Не знаю, как он называется, я в этом не разбираюсь, но с каким-то покрытием. Проведу пару полосок, потому что, блин, вот воняет вообще супер жестко. Это ее очень большой минус. Прям вот, ну, прям воняет, короче, краской и растворителем. Так, сейчас мы пару полосок сделаем. Ну, такой квадрат давайте сделаем. То есть вот текучесть тут такая вот. Не знаю, такую же полоску. То есть давить надо будет довольно сильно на маркер. Но это еще маркер, типа говно, у него очень жесткий корпус. Но я давлю довольно сильно, и вот в чем минус пера вот этого. То есть, видите, остается здесь след. Вот эти пробелы, это не от самой заправы зависит, а от вот этого пера. То есть, когда я давлю, клапан внутри, он слишком сильно выпирает, и поэтому оставляет вот такую полоску, так что на это вы не обращайте внимания. Вот по чернилам 214 он растворил их, и они стали фиолетовыми. Следующая поверхность у нас вот такое оргстекло, тоже из прошлого обзора. На нем тоже пару полосочек сделаем. Посмотрим. Вот такие полосочки. То есть так растекается. Так, теперь вот такой кусочек небольшой. На весу вот так вот сделаю. По белому не видно, конечно, но у меня другого пластика нет. То есть вот. Так она растекается. Такие вот капли. То есть потеки делать вообще кайф. И забыл показать самое главное, как она светится в темноте. Вот я тут под лампой минуты 3 заряжал. Вот эта часть хорошо зарядилась. Вот прям видно, как она светится. Я ставил под лампой, и вот внутри вот так это все светится. И настала часть баф-теста. 3 дня это сохло. Сейчас попробуем это все отбафить ацетончиком. Снимаю в подъезде, потому что жестко воняет. Не хочу, чтобы квартира пропахла. Так что будем проводить баф-тест в падике. Нифига себе. Еле-еле оттирается, если жирный слой. Нифига. Ну слушайте, оттирается прям очень сложно. Это еще такая поверхность не впитывающая. Что будет со впитывающей? Интересно узнать. Ну, в общем-то, не вижу дальнейшего смысла оттирать все это. То есть я это стираю чисто механическим путем. То есть надавливая ногтем, стираю. То есть если просто провести вот так ацетон, то вот, как видите, 214 стираются. Вот эти вот ящик не стирается. То есть это очень такие, хоть и пахучие, но зато очень стойкие такие, hard-to-buff. Так, следующее у нас оргстекло. Очень тяжело стирается, то есть вот я уже даже ногтем шкребу, и вот еле-еле оттирается. И это все не впитывающие поверхности. То есть если там будет впитывающая поверхность, это только перекрашивать, я думаю. Никто не будет так сильно заморачиваться, чтобы оттереть какой-то тажок. Так, ну и давайте напоследок пластик проверим. Так, буду на весу отдирать. Там, блин, плохо видно, но вот, если видите, то тут тоже присутствует. Тут я прям так жирненьким слоем это все сделал. Так что сейчас попробуем оттереть. Ну, тоже сдирается. Кстати, вот пластик, не знаю, но из-за того, что пластик белый и сама заправа тоже белая, не видно, въедается она в пластик или нет. Я думаю, если бы она была цветная, с каким-нибудь колером, то она бы въедалась бы в пластик. Потому что вот этот вот пленкообразователь,
очень, очень хороший, то есть прям вот, ну, не стирается. То есть эти ташки будут висеть очень долго. Им ни дождь, ничего не страшен, то есть даже ацетон. То есть я это все стираю чисто ногтем, то есть прикладывая силу. Если бы просто по ней я водил вот так ацетоном, вообще ей хоть бы хны. То есть ее ужасный запах оправдывается тем, что она практически нестираемая, да еще и светится в темноте. Так, вот показываю стикерочки поближе. Такой вот стикерок от Bombman. Оп, упал. Флинт.